Владимирас Псельниковас. Славочка, я не художник и не училась, но пишу картины по зову души. И всегда считала, Владимирас, что брошенный взгляд на картину должен радовать или привлекать. Но такой стиль, когда черточки, крючочки, палочки, это не ваш стиль. И не пробуйте, только не обижайтесь. А я пробую. И как-то варюсь в нем уже давно, прям аж бульон кипит. А может пробуйте, имя тоже у вас есть. Может и пройдет, ну типа переболеешь, типа вот эта дурь пройдет и ладно, потом выйдешь на хорошую дорогу. Но стиль ваших работ ранних завораживает. Вы один из моих любимых художников. Оля Вильнюс. Оля. Спасибо большое, Оля. Да я ни в коем случае не обижаюсь. А вот меня тоже всегда удивлял, например, Пикассо. Или Пикассо. Я смотрел на его ранние работы, и они меня очень всегда вдохновляли. А потом, как говорится, в кривь и в кось. И уже перестали вдохновлять. Но ведь что-то его заставило ехать по кривой колее, по такой, по непроторенной. Он был первым, кстати, видимо. Но вы тоже не обижайтесь, Оля. Я просто живу, наслаждаюсь и постоянно экспериментирую, к чему и вас всех призываю. И много раз уже говорил об этом, что меня завораживает, когда художник пишет по-разному, у него огромный диапазон возможностей. Он может и так, и это, и вот так, и всяк. Вот это мне нравится. А вы попробуйте, Оля, экспериментировать, и неизвестно, что из этого выйдет. Вдруг какой-то эксперимент, он же новый для вас. Вдруг вы почувствуете радость от сочетаний пятен, от новых сочетаний, неизведанных раньше. Вдруг вы увидите, что картины зазвучали. Вот что тогда делать? А все будут говорить: ерунда, это не ваш стиль, ты только не обижайся. Вот раньше было. Да нет, уже раньше, все уже прошло. Сейчас есть только. И будущего еще нету, не наступило. А сейчас я действительно наслаждаюсь, это правда. Софья, а как быть, если пока делала набросок композиции, ситуация на натуре поменялась? Поменялось освещение, и, соответственно, тонально все выглядит совершенно иначе. Кстати, Фешина мысль, он говорил, что свет не важен. Если вы, кстати, посмотрите на его работы, в них практически нет света. Он говорил, что свет может измениться. Пишите форму. Но в очень редких работах где-то там блик упал, что-то изменилось, там какие-то солнечные блики упали. Нет, в основном все очень ровно, рассеянно освещено. Заметьте, просто поизучайте. В природе, конечно, не так. Свет играет огромную роль. Тень падающая, свет какой-то где-то упал, если солнце светит. Это композиция. Потому что только на световых пятнах, как они упали на разные предметы, на объекты, только из них можно построить удивительное решение. И с теней тоже. А тени могут объединяться, падающие и собственные. Это меня прям сильно завораживает, когда можно из световых пятен построить композиционное решение. Что ж делать, Софья? Тот же Клод Моне брал несколько холстов, когда выходил на пленэр. Изменился свет. Он откладывал тот, который... Он не гнался, ничего не изобретал. Вот это очень важно. А брал другой холст, где пасмурно. Нету. Рассеянный свет, месяц сошел. Опять выскочило солнышко из-за тучки. Он опять тот холст. То есть я против того, чтобы художник гнался за состоянием изменившимся. Если это, конечно, небольшой этюд, чего там говорить, ты раз быстро все за 10 минут и другой написал за 10 минут уже в другом состоянии. А если это какая-то фундаментальная работа, такая прям, я не знаю, 30/40, то, конечно, зачем гнаться? Потому что когда мы отталкиваемся не от правды мотива, а от каких-то воображений, это сразу будет видно в холсте. Тем более, если еще не отточено до совершенства это видение и ощущение, чтобы ты передавал прямо убедительно.
Убедительность – это правда фактически. Зрители реагируют на правду. Они могут не разбираться в живописи, ничего не понимать, но они говорят, что-то не так. Или наоборот, ой, отойти невозможно. О. Друзья, сейчас прошу нажать кнопку нужную, например, Escape, и чтобы заработал канал с новой силой. Джулия Б. Вячеслав, как вы оцениваете абстрактную живопись? Как вообще понять, что такая работа имеет художественную ценность? Картины некоторых современных абстракционистов продаются за дикие деньги, но не у всех. Я художник-дизайнер, работаю 100 лет, создаю сложные кучерявые дизайны для тканей, обоев и других поверхностей, а в свободное время занимаюсь академической живописью в нашем университете архитектуры, дизайна и искусств. Академическая живопись – это прекрасно, но внутренне я тяготею именно к абстрактной и занимаюсь ей уже дома, сама. Отправной точкой беру пейзажи, натюрморты – это гениально, мне очень нравится. И хотя у меня всегда есть какой-то концепт, идея, я стараюсь передать настроение, эмоцию цветом и композицией. Ну, это просто волшебно. Тем не менее, это пятна, разводы, мазки, никаких сроду читаемых образов. И вот я не могу понять, к чему стремиться. Мазня у меня или что-то в этом есть? В чем соль, на ваш взгляд? И еще как, и можно ли вообще каким-то образом использовать законы академической живописи в абстрактных работах? Перспектива, теплохолодность, тональность и прочее. Я за то, чтобы использовать Джулия Б. Мне очень нравится некая не полностью сумасшедшая абстрактность, а чтобы все-таки угадывалось, прочитывать, как ребус какой-то. Вот ты хочешь его разгадать, вот что-то тебе напоминает, и ты начинаешь ночи не спать. Я люблю абстрактные работы, но, естественно, далеко не все, прям сильно далеко не все. Очень редко, когда видно, что художник умеет рисовать, в абстрактных работах. И он чувствует энергию не просто одного пятна, а композицию. Он чувствует, как они взаимодействуют и гармонически взаимодействуют. Вот во всем, по мне, важно найти гармонию. Вот чтобы было не так, и так сойдет вроде бы, а никто все равно ничего не понимает. Нет, чтобы вы были максимум удовлетворены тем, что вы сделали. Чтобы вы все время могли на эту работу смотреть вот прямо из года в год. На 101 год, 101 год уже вот вы работаете, 100 лет работаете. Чтобы 110 еще прошло, и вы смотрели на эту работу, не поворачивали ее к стене. Я в одну мастерскую ходил на наброски однажды, но это давно уже было. Ну как давно? Ну давно. И там художник, это в мастерской был, везде висели его работы. Когда его не было довольно часто. Я их поворачивал к стене, потому что глаз цепляется, заболеть можно. Не буду говорить, кто, он член-перечлен каких-то там союзов. Перспектива, теплохолодность, тональность и прочее. Пусть это будет. Тональность. Вы представляете, когда это по тону все выстроено так, что вы просто балдеете. Теплохолодность. Конечно. Работайте над этим. Может быть, вот по мне, да, я совершенно не знаток абстрактной живописи, но когда угадываются какие-то предметы, когда найдено решение, бутылка, не просто там горлышко и вот это все содержимое и там плещется, а когда найдено решение такое, что вроде бы это совсем не бутылка, и все вроде в кривь и в кость, но тонально она держится, она не выпадает, она гармонично в пространстве сидит, в пространстве холста, и ты не можешь от этой бутылки оторвать взгляд. Конечно, вечером каждый вечер ты будешь смотреть на этот бутылек, и слюни будут течь. Извините, пожалуйста. Вы знаете, например, почему в университете архитектуры, вы, академически занимаетесь, почему архитекторы спиваются быстрее, чем живописцы? Потому что у них ГОСТы. Они не могут, они хотят куда-нибудь балку эту, я не знаю, туда, а нельзя. Обрушится все к ядрене фене здание. Нельзя. У них ГОСТ
должна быть толщина балки определенная. А у живописца, что он куда хочешь эту балку. Может вообще за пределы холста триптих, может 4 птиха сделать, и балка эта поместится в 5 птихах. Ну, давайте, друзья, вместе порассуждаем на тему абстрактной живописи и вообще, что с этим делать. Понимаете, в чем дело? Гармония – это ощущение у всех разное. Вот как тут быть? Потому и есть люди немножко негармоничные, у них и живопись такая. А есть очень хорошие такие, светлые, у них и живопись соответствующая. Как ты идешь по жизни, такая и живопись у тебя. Главное, сначала надо быть, а потом уже иметь. Наполеон Хилл, по-моему, так говорил, человек один, бизнесмен. Быть. А потом само придет. Так, вы про школу, друзья, не забывайте, что у меня там уроки, и новые появились. Для примера анонс. Друзья, это 38-й урок, он написан на винограднике, здесь, в Гурзуфе. После того, как работа была скомпонована, идет процесс решения, поиска решения. В момент закладки отношений оно возникает. И я показываю, как художник идет, как он идет к реализации этого решения. Это очень интересный процесс. И этот урок для тех, кто любит дизайн в живописи, кто любит экстраординарное выражение. Это не значит, что вы будете так же писать, но просто это толчок к тому, чтобы вы искали свой способ, новый способ выражения того, что вы видите. Мотив может быть незамысловатый, простой, но найти уникальное, яркое его выражение – это очень большая задача, и урок посвящен этому. 38-й урок, 2 тополя, дизайнерское решение.